Приветствую всех на своем канале Kirman Buy. И в этом видео я вам хочу показать подборку уникальных запчастей с AliExpress, то есть китайский сайт, на котором можно заказывать не только там всякие безделушки, но и запчасти на Passat B3, к примеру, как у меня 91 года выпуска, 1.8 бензин, из чего вот можно, кстати, и начать. В прошлом видео я вам показывал лямбда-зон на 4 контакта. Вот он, в прошлом видосе. Раз, два, три, 4 контакта. Стоит он $31. Вопрос поднимался в том, что у меня стоит лямбда-зон на 1 контакт, а не на 4. Люди писали мне в комментариях, что у них стоит на 4. И я нашел лямбда-зон на 1 контакт, так как у меня я уже спереживался и думал, ну как так, на AliExpress нету моего лямбда-зона на 1 провод. На самом деле есть, но цена его, конечно, $48. Бесплатная доставка. Вторая картинка что-то не совсем похожа на мой лямбда-зон, но первая очень похожа. И вот смотрим. 1 провод. 2, конечно, контакта. Один получается масса, а другой идет на сам лямбда-зон. Так, следующая у нас уникальная такая вещь. Уникальная в том, что я даже не знаю, что это, если честно. Но я думаю, кто-нибудь из вас напишет в комментариях, что это такое. Автомобильный нагреватель-вентилятор. Стоит $10, $2, почти $3 доставка. Вот с такими непонятными шнягами. Что это такое? За что это отвечает? Неужели это все на вентилятор отвечает наш? Там вроде бы вентилятора 2 контакта. Неужели это все отвечает за наш вентилятор? Подскажите, пассатоводы, потому что я не знаю. Дальше у нас идет звуковая система, это то бишь сигнал такой и довольно недорогой. Автоулитка, электрический. Ставим чинно, выбираем 12 вольт. Так, выбрали, можно и выбрать 24 вольта, и у нас получается $7. Как бы и недорого, если честно скажу, что недорого. Можно заказывать, вот такая улитка, возможно, даже и хорошо будет звучать. Можно, в принципе, почитать отзывы. Дальше я вот именно сам заказывал себе на Passat B3 вот такой вот супер громкий 12 вольт, заговариваться начал, воздушный клаксон, $16 стоит. Ну и доставочка $2. Я вот себе такой клаксончик поставил. Да, звук, конечно, обалденный, очень громкий, люди шугаются, ну это по приколу, поприкалываться можно. Он получается воздушный, с компрессором, вот здесь еще должна в комплекте идти трубка такая пластмассовая, или как она там правильно называется. Дальше у нас идут болты. Нашел какие-то болты, вот интересно. Если, к примеру, у кого-нибудь литье страшно дорогое, возможно ли поменять наши болты на вот такие, типа обманки или как там их назвать? Если кто знает, обязательно пишите в комментарии, и, возможно, у кого-нибудь появится такая мысль поменять такие болты. Дальше у нас идет такая немаловажная запчасть, вещь, скобка. Я думаю, у кого есть Passat, они знают, для чего и куда эта скобка и резиновая прокладка стоит. Совсем копейки, и доставка, и сама цена. Можно заказывать. Скобка это у нас ставится на датчик охлаждающей жидкости. Вот наш типа датчик, но у меня, к примеру, не такой. Но факт в том, что он держит вот этот датчик, чтобы он не выскакивал и не тек. Дальше можно заказать такие накладки на педальки. Но уже это типа тюнинга, такую тему я тоже решил добавить в это видео. Так, на всякий случай, вдруг кому мало ли захочется. К примеру, у меня таких нету. У меня голые педальки металлические. В принципе, можно даже самому эти накладки заказывать. Дальше у нас идет интересный бачок, в котором тоже есть пару вопросов. Видите, написан бак. Да, стоит $23, конечно. Доставка такая настоящая. И он подходит Passat B3 почему-то написано Volkswagen.
он Passat, и вот есть именно он B3. Если кто знает, он реально станет или нет, обязательно тоже напишите. Вдруг у Passat каких-то тоже стоят такие бачки. Дальше у нас идет топливный насос. Тоже написано Passat B3, 50, конечно, $2 цена и 27 доставка. Но это полностью с колбой. С колбой, который там находится насос. Видно клеммы и сама колба. Я, если честно, ни разу не доставал. Но дело в том, что на AliExpress можно заказывать даже такие вот запчасти. Вот такую грушу я заказывал на Алику. Да, у меня когда-то была дизельная машина, и я такую грушу заказывал, переживал, что там она стрёмная будет какая-нибудь там, чтобы не развалилась после третьего качка. И вы знаете, я ее и продал с машиной, 2 года проездил я с этой грушей без проблем. Она качала все там с каким-то шариком внутри. Она качала в одну сторону, как положено. Так что можно заказывать, проверено. И дальше у нас опять коснемся электронасоса топливного, который стоит уже чуть поменьше. Но дело в том, что тут уже без колбы. И вопрос еще в том, подходит ли он к нашим Passat'ам B3 или нет. Может, мне вдруг когда-нибудь, конечно же, чтобы не заказывать, но чтобы знать, подойдет он к моему Passat'у или не подойдет. Если кто знает, обязательно пишите комментарий. Ваш отзыв кто-нибудь прочтет и учтет. Вот, кстати, следующий видос я буду показывать, снимать вернее, как я менял вот эту подушку, которая ставится, как здесь написано в описании, крепление двигателя. На самом деле я эту подушку ставил под крепление коробки. Видите, стоит $18, 20 доставка. Дороговато. Я за одну подушку у нас здесь на месте платил, по-моему, $15 или около того. Дальше на этом сайте AliExpress можно заказать даже реле. Реле у нас написано новый, для звукового сигнала, что-то тут для Passat B3, все, если кому-то надо. Это простое такое релюшечка с простым значением. Ничего особого в нем нет, но если у кого нету, то можно заказать здесь. Дальше у нас идет фонарь. Для багажника написано тоже на Passat. Не знаю, что-то я не помню такого у меня фонарика, он есть вообще или нет. Что-то я ночью даже не помню, чтобы я лазил в багажник. Дальше у нас идет тоже датчик. Все на Passat B3. Стоит $14 тут с копейками. И доставочка около 2. Это у нас датчик коленвала. Так, ну с какими тут проводами, я, если честно, не помню. Но нужно ради интереса залезть под капот и посмотреть, где он стоит. Так, дальше. Вот интересный вопрос. Нашел такой датчик, но у меня его нет. Я честно говорю, я не помню, чтобы у меня такой датчик стоял на Passat B3. Но здесь написано, что он подходит к Passat B3. Может, какому-нибудь дизельному, я не знаю, ребята, если у кого-нибудь стоит. Напишите, для чего и где он вообще стоит. И что он там нюхает, я не знаю. Что там он щупает. Подскажите, стоит он $4, доставка 4 с копейками, как бы недорого, но для чего он, я не знаю, он как с какой-то закруткой, он куда-то вкручиваться должен, непонятный какой-то. Тут даже и вес грамма есть, он как бы не тяжелый, это не 26 килограмм, это 26 грамм, я так понимаю. Ладно, дальше у нас опять же попалось у нас реле. Реле не простое, а реле топливного насоса. Кстати, немаловажно. Мне тут один товарищ недавно писал в комментариях, что у него Passat не заводился из-за того, что накрылось вот именно это реле. Так что можно спокойно заказывать на AliExpress, и у вас будет в автомобиле счастье. Дальше у нас топливный фильтр для газа, там что-то пишет. Ну, какой-то непонятный перевод. $11, 6 доставка, да, со стрелочками, такой же, как у меня. Стоит он у меня с правой стороны возле заднего колеса. Самое низу. Да, вот Passat B3, все написано как положено. Дальше у нас идет интересный болт. Написано, что подходит к Passat B4, B5, ну и так далее. Вопрос стал в том, что подойдет ли данный болт к Passat B3, так как у меня
на моем Passat данный болт, у него слизаны грани вот эти. И вот он просто попался мне на глаза, и думаю, нужно, наверное, заказывать, но вопрос станет в том, подойдет ли он мне или нет. Нужно какие-то знать размеры, я так понимаю. Так, дальше у нас открытая была тема насчет свечей. Я когда-то заказывал себе свечи, постоянно была проблема. Ставил я постоянно одноконтактные или одноэлектронные. Постоянно была проблема. Поезжу полгода, они постоянно черные, их постоянно чистил. Через полгода буквально их там постоянно новые покупал. А потом я решил купить себе двухконтактные. Это, то бишь, вот один контакт был, и здесь сбоку был второй. И этот контакт был чуть короче. И, то бишь, искра в эту сторону шла и в ту. И у меня данная проблема исчезла. Кстати, если кому вот интересует или у кого-нибудь есть данная проблема, то вот можете ее решить, купив двухконтактную свечку. Дальше у меня попался такой прибор интересный. Автомобильный тестер зажигания. Попался потому, что он, я считаю, недорогой, и я думаю, в хозяйстве пригодится, кто любит бензиновые двигатели. Вот это какой-то прибор, я, если честно, не заказывал, хочу тоже заказать, и не знаю, хотите заказывайте сами или ждите, пока я закажу, проверю, как там тестируются, какие-то проверяются свечи на работоспособность, я так понимаю. Там можно почитать характеристики. Если, кстати, нужны будут ссылочки на данные товары, то обязательно пишите в комментариях, я всем отвечу. Так, дальше у нас идет автомобиль. В прошлом видео у нас был Volkswagen 3, в этом видео у нас Jetta. Стоит $70, $35 доставка. Вот у меня, кстати, в реале была вот такая Jetta, вот такого же самого прямо цвета. Это, можно сказать, тот же Passat. Там все, в принципе, то же самое практически. Все включения-переключения вот такие бывают Jetta цвета, белые. Вот видите, салон сделан под реальность. Вот за этого, наверное, и цена такая. Движок. Он, по-моему, Моник вброшен, да? Сейчас попробуем открыть мы побольше фотографий и посмотреть. Это реально сделано автомобиль, вот детский, как детская игрушка. Или, наверное, может заинтересовать каких-то коллекционеров. Она сделана под реальную машину. Вот смотрите, все лампочки, все стопаки. Все вот эти вот бампера уже под новое. Это идут, по-моему, с 91 года, если я не ошибаюсь. Широкие бампера. Тут какие-то здесь, вот видите, кстати, капот открывается, дверки все, багажник. Даже можно посмотреть, что под капотом или в багажнике, может, кто что-нибудь забыл. И вот видите, какие-то движки стояли, 1.5, там что-то непонятки. Руль, как в настоящем автомобиле, все, воздуховоды, педальки даже есть. Бардачок, вылет. Ну, это представьте, сколько нужно труда, чтобы это все вылить. И за это, наверное, такой ценник. Вот выхлопная, я, если честно, не помню, как у меня шла выхлопная. Ну, похоже, да. Подрамник такой же. Но я не знаю, там... Так, что у нас? Да, и задняя балка, все тоже. Значит, и глушитель такой же. Вот такой, значит, цвета. У нас джетки шли. И вот, как вы видите, опять же, повторюсь, все можно открыть, посмотреть. Все сделано. Даже бачок, вон, видите, расширительный. Все сделано в уменьшенном виде. Но это вылито как-то. Не вручную же это все, я так понимаю, пластмассовое. Ну, в принципе, можно почитать характеристики, с чего эта машинка вылита. Вот, опять же, по-моему, моно. Так, вот трамплер есть, значит, моник. Так, это трос, по-моему, на сцепление. Заливной бачок на омыватель. И вот такая у меня джетка была, да. Хорошая машина, багажник очень вместительный, такой же, наверное, как в Passat B3, по-моему, да. Так что, если кто хочет стать коллекционером вот таких вот машинок, Volkswagen, немецкой марки, заходите, покупайте, коллекционируйте. Да, кстати, попозже так, еще вот у нас черного цвета есть. Все как в оригинальной машинке. Взрослый, что-то там под капотом, и это вроде бы как дизельная машина.
1,6,5В. Это что за обозначение такое? Не знаю. Вот шуб. Даже можно посмотреть, масло ли есть. Здесь даже пишут отзывы, что вот быстрая доставка, все отлично, но почему-то только заказывают из-за рубежа. Вот, в принципе, и все, что хотелось вам показать. Вы были на канале Kirman Buy. Обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по поводу таких вот видеороликов. Смотрите наше прошлое видео и следующее видео, которое мы снимаем про Passat B3. Все, всем пока-пока, заходите еще.